вчера девочки ушли рано спать, даже, может быть, нас это спасло. Руслан идет спасать Олега. Как в лучших домах Лондона. Покидаем лагерь. Пойдем дышать кислородом. Так, давайте аккуратно здесь. Давай, кто-то первый. Я первый, да, я думаю, просто аккуратно сами. Встали в 2. Вышли в 3 часа ночи. Не знаю, кто задал такой темп, но побежали почти бегом. Я начал отставать. Перед бутылкой разделились на 2 связки. И можете валить в базу. Пока Мавик летит вниз от бутылки, скажу, что на подъеме я слегка натер правую ногу внутренним ботинком. Из-за этого ставил ее неудобно, в результате чего разболелось колено. Уже со 2-го лагеря я начал бинтовать колено эластичным бинтом, и все бы обошлось, если бы не эта ночная пробежка из 3-го во 2-й. И зачем было так спешить? Этот темп окончательно добил мое колено, и до базы я еле дополз. Ну вот к 10:30 утра я кое-как доперся до нашего базового лагеря. Нога разболелась, поэтому темп был очень медленный. Сбросил 1800 метров по высоте и прошел 18 километров. Да, ногу надо лечить. Такой темп всю команду подведет. Впереди нам предстояло 2 дня отдыха, и первым делом мы сходили в баню. Вечером сидели в столовой, обменивались умными мыслями и травили байки. Один из таких моментов, почему я хожу в горы. Вот горы — это люди. Третий раз будет Хантенгри, и она будет совершенно другая. Она будет неповторимая. Такая, какая она не была до этого. А почему? Потому что люди другие. Поэтому можно подниматься сколько угодно раз на одну и ту же гору и получать от этого удовольствие не меньше, чем от первого восхождения. Как бы твой бизнес совпадает с твоим хобби, да? Хорошо так, когда в жизни. Да. Но я могу сказать, что я счастливый человек. Вот реально я счастливый человек. Но если у тебя и зарплата, и твоя работа приносит тебе полное удовлетворение, вот тогда ты полностью этим всем отдаешься и точно делаешь свою работу качественно. Это не важно, какая работа. Это вот так, в принципе, по жизни, что в бизнесе, что там, в горах. Мы заряжали гаджеты и рассуждали о горах и о смысле жизни. Вы на сегодняшний момент не просто инструктора, вы гиды. Ваша задача, чтобы человеку альпинизм понравился. И вот это самое главное. Вот это моя задача как инструктора альпинизма. Привить любовь к горам. За альпинизм. Дело в том, что в горах люди открываются, и ты видишь в них качества, которые не видишь внизу. А так те же самые люди. Таких людей полно внизу. Ну, просто мы не замечаем, суматоха дел там. Песня называется «Люди гор», и посвящается она моему другу Михе Емельянову, с которым мы вместе ходили на Ужбу. В горы ходят люди с большим сердцем. Так сложилось с глубины веков. Никуда от этого не деться. Видно уж закон судьбы таков. На следующий день приборы показали, что акклиматизация прошла хорошо. Ну, у всех больше 90, значит, Ну, все это хорошо. акклиматизировались. Да, 91, 92 это уже показатель того, что климатизация прошла. Вечером процесс акклиматизации мы успешно завершили, то есть он такая была поставлена жирная такая точка в процессе акклиматизации. Я бы сказал, клякса бутылкой коньяка, да? Нет, утром мы проснулись и поняли, что она была поставлена не зря, то есть действительно все В нужное время, в нужном месте, в нужном объеме. Да.
Все. То, что вчера девочки ушли рано спать, даже, может быть, нас это спасло. Ну, это не то, о чем вы подумали, просто им не продали еще одну бутылку. Не факт, не факт. Кислорода в крови становилось все больше, но и колено болело все сильнее. Ну, короче, вот вчера нога моя окончательно разболелась. Я сходил к доктору, он сказал, небактериальное воспаление. Кстати, доктор тут хороший. А вас зовут, да, Руслан? Да. Но я думаю, что пройдет. На самом деле, как бы, ну, такого сильного, мощного растяжения нет. Есть небольшая опухоль. Но современные препараты, я думаю, вылечат. Тем более, Да. что еще, может быть, день придется задержаться Вот, кстати, из-за непогоды. долбение. я Долобение. Ну, долбение. Еще какие-то таблетки доктор мне прописал. Ортофен называется. Но доктор сказал, что нагрузку давать нельзя, сиди в лагере. Но я все-таки продолжаю надеяться, что за время, пока тут мы пережидаем непогоду, нога пройдет. Я старался никуда не ходить, мазал ногу и ел таблетки. Рискнуть или остаться в лагере? Эта мысль не давала покоя. Вот в таких палатках мы живем. Большой тамбур, куда можно скидать все вещи. Вот тут мы сушим спальники. Сейчас тут тепло. Палатки новые, с кармашками. Для двоих тут очень комфортно. Вот раньше у альпинистов были книжки, потом порно-журналы начали брать, да? А сейчас лежат такие, один с айпадом, другой с этим, с телефоном. И сейчас вот появилась вот эта DJI Go. Сидишь, клеишь там что-то, Facebook размещаешь. склеили. Только интернета пока нет. Вечером будет, передадим. Стамбул, да? Бишкек, Стамбул, Варшава. Вот так альпинисты в отсутствии спутникового Wi-Fi, интернета вернее, пытаются поменять билет. Не, молодец, молодец. Это же весь мир видел. Все, кто смотрит Аксай Лайв. А откуда ты знаешь, что она в это время не смотрела? Мы говорили, она говорит 14:30. Ходи в камеру, буду смотреть. Утро порадовало хорошей погодой, и мы решили идти на штурм. Вот результат двухдневного лечения. Что, можно идти? Еще небольшая опухоль есть. Вот сейчас пойдем проконсультируемся у доктора и примем решение. Но, скорее всего, идем до первого лагеря и там по самочувствию. Присядем на дорожку. Сейчас мы проводим супер важный эксперимент. Может ли хромой в составе сплоченной команды зайти на Хан Тенгри? И я выхожу первым в роли хромого. Ну давайте, быстро не бегайте. Давай. До встречи на тропе. На тропе встретили чувака с дредами. Привет! Как вы там? Наверху дует очень сильно. Ветер? Да. Вы сегодня с 5200? Повыше 5800. С 5800? А Да. что, один пошел? Ну мы до туда шли с ребятами, они развернулись во втором. Вот, в третий один выдвинулся. 2 попытки сделал, там сдувает просто на этом хребте. Без акклиматизации? С Че? А, в смысле, вы где-то акклиматизировались? Степан недавно вернулся. Ага. Такие дела. Вот сейчас думаю, идти еще раз или не идти. Сейчас встретили чувака с дредами. С ним длинная история. Он прибился в компанию к отцу и сыну. Отец с сыном из Хабаровска, сын скалолаз.
а отец бегун. И вот они, ни с кем не консультируясь, ходят в лагерь 5200. Ходят через бутылку целый день. Устают. Оставляют рюкзак в бутылке. Потом за ним возвращаются. Потом возвращаются за чуваком с дредами, который потерялся и сидит в бутылке. Я старался не спешить, чтобы не нагружать ногу, и вскоре после выхода на ледник отстал от ребят. Впереди видел только спину Олега. Вообще я люблю быть один. Дается поразмышлять. Но, конечно, есть места, где опасно быть одному. Например, такие трещины. Сейчас вот ебанись туда. Никто не услышит, как ты сбрякал. Вот еще одна трещина. Левее переходи. Я все-таки иду в гости к повелителю неба. Я любовался горами, наслаждался погодой, рассматривал трещины. Надежда просыпалась во мне. Я прошел более половины пути до первого лагеря, и с ногою пока все было в порядке. Сначала я хотел назвать этот фильм «Хантенгри. Вторая попытка». Но когда 2 дня назад я спустился с острой болью в коленном суставе и хромал 2 суток по базовому лагерю, я решил назвать этот фильм «Хромой и Хантенгри». Вы спросите, не идиот ли я? Но я, пожалуй, с вами соглашусь, что да. Вот посмотрите здесь мою ссылочку, как Леха полз на жопе с Эльбруса. Я тогда всерьез считал его идиотом. А теперь сам принял еще более идиотское решение. С болью в коленном суставе идти на восхождение. Блин, самому становится интересно, что из этого получится. Но тут Хантенгри задал мне первую задачку. Я спокойно шел за Олегом по берегу ледниковой реки, не задумываясь, что Руслан с ребятами уже давно переправились на другой берег, по снежному мосту. Вот эта река. Переправы все еще нет. Я долго искал место поуже, где можно было бы перепрыгнуть реку, но река везде выглядела устрашающе. Рисковать восхождением, а может даже и жизнью, не хотелось. Скорее всего, снежный мост, под ним тоже течет река. Я рискнул и с первой задачкой справился успешно. А тут вторая задачка. Еще мелкие речка. Ну, тут вроде есть снежный мостик. Сейчас попытаемся по нему аккуратно пройти и не провалиться. Третья задачка. Ну это решили. Перепрыгнув через 3 речки, я оказался у первого лагеря, в отличие от Олега, которому навстречу вышел Руслан. Спасибо всем, кто за меня молился. А с ногой-то что? Нормально пока. Тьфу-тьфу-тьфу. Сейчас следующая цель. Лагерь на 5800. Руслан идет спасать Олега, потому что он не может перейти через речки. И это становится опасным. Есть такое понятие, как пространственный кретинизм. Он присущ примерно 20% людей. Да, я отправил обратно его, конечно. Там очень опасно переходить такие мосты. Сейчас тем более течение обалдеть какое. Да уж. Если провалишься, то все, считай, конец.
Не зацепишься. Ну, будет тебя нести как бобслей. Нет, Рано просто или там... поздно тебя вот туда внутрь вот Нет, затянет. здесь и всё. нет такого Так места. дальше река, мне кажется, поплывет. Нет, она же видел, там широкая, вот фоткали. Или башкой облет долго. Не, все равно куда она выходит? Ты не остановишься. Нет, ты не остановишься, пока вот до того места, вот где ровное место не начинается. У тебя будет... А там что, думаю, 15 километров. где там ровно? Вот перед Как мостом, левеешь. перед мостом. Видел, такая широченная фигня? Так ты там даже не вылезешь, там ледяные стены. Не, ну там широкая такая там чё? платформа. Ну, слушай, Ну давай испытаем на обратном Не, пути. давайте Мне вы кажется, это испытывайте. без шансов вообще. В любом случае, Даже это- если ты суперпловец, то это все. Ну, если ледоруб есть, еще можно где-то выкарабкаться в руках. ну, в любом случае не надо, что. Мне кажется, Самое за главное, 30 секунд ты там околеешь, уже не сможешь нормально двигаться. промочишься, главное, что. Короче, вот такой прикол, блядь. Потерялся Олег. Нет, сначала Олег потерялся. Потом Руслан потерялся. И оба ушли без рации. Рации лежат в рюкзаках. Потом за ними пошли Олег с Максимом. И сейчас за ними еще Павло убежал. Чтобы отнести им рацию и фонарик. Вдруг, блядь, забыл. Вот такой цирк. Я туда думаю, блядь, ну все, если он этот мостик пропустил, это пиздец. Я туда еще километр, нахуй, уже туда, уже вот так вот. Все, ледник готовый, уже открытый весь, уже лагерь видно, блядь, никого. Нахуй. Мы подумали, что ты уже труп ищешь. Да что я труп-то искать, я посмотрел, мосты-то целые, не видно, что нигде не провалился Ты ничего. сказал, дойдешь до этого, до флага, Ну. перейдешь и все. Слушай, ну я думал, как бы, что талант-то у тебя еще больше, что ты выебашь, все, что ты А даже... я вот перешел через мост и сразу перпендикулярно на Марену и по Марене по... Ну вот, видимо, он поморил. Короче, из всего этого я сделал один вывод. Новичкам не нужно ходить по одному. На сей раз все закончилось благополучно. К вечеру мы ели борщ и строили планы на завтра. Как в лучших домах Лондона. Есть можно. Ну смотри, прошла гроза нас стороной. Ну да, она и так и должна быть. Там еще он фронт идет один. Но Скорее всего, ночью накроют. Но если будет снегопад и тепло, то, конечно, еще придется здесь посидеть. Ну, я надеюсь, что не будет.